Слезы многих людей были осушены недавней историей, опубликованной в Саху, Китай. Мужчина объяснил, что ему повезло, что его приняли на работу в иностранную компанию с идеальной зарплатой около 5 лет назад, когда он только что окончил среднюю школу. В то время мужчина самостоятельно снимал жилье и усыновил золотистого ретривера. Золотистому псу было всего несколько месяцев, когда он переехал в свой новый дом, но он был довольно смышленным, и хозяину пришлось всего несколько раз обучать его, прежде чем он смог учиться самостоятельно. В результате у мужчины развивается сильная привязанность к этому маленькому щенку. Однако тот факт, что собака такая дружелюбная и, кажется, понимает, что он говорит, заставляет его любить ее еще больше. Каждый вечер, когда он возвращается домой с работы, маленький щенок всегда приветствует его, как только он открывает дверь в дом. Когда золотистый ретривер злится, он становится приятелем, которому он может довериться, и скромным духовным утешением. Я не уверен, поняла ли собака то, что он сказал, но каждый раз она терпеливо садилась и прислушивалась к своим эмоциям. Только представьте, что жизнь продолжалась бы так бесконечно, но хорошие дни короткие и не неприятны. Штормы обрушились после 3 лет спокойствия. Его работодатель действительно фригиден, а его любимому человеку нужна значительная сумма денег. История любви закончилась плохо, так как сэкономленные им деньги были потрачены на лечение его близких. В результате его планы жениться на девушке, которую он любил много лет, также были разрушены, и то и другое в результате короткого сообщения. Неожиданно налетели ветер и волны, из-за чего мужчина впал в депрессию. Он не мог встать из-за шока, вызванного историей любви, и потерял всякое желание работать. Из-за своей безработицы он не мог позволить себе снять целый дом для себя и продолжать жить в дорогом мегаполисе. В конце концов, у него не было другого выбора, кроме как переехать в другой город и делить комнату с другом. Однако в результате обмена он больше не имеет права ухаживать за золотой собакой таким же образом, как раньше. Несмотря на его протесты, в конце концов он отдал щенка приятелю. Поскольку он не мог позволить себе заботиться о нем, у мужчины не было другого выбора, кроме как отдать золотого пса, чтобы тот жил лучшей жизнью. По словам его друга, когда он впервые переехал в новый дом, его золотистая собака перестала есть на несколько дней. Его приятель попытался дозвониться до него в то время, но не смог. К счастью, примерно через 3 месяца золотистая собака начала приспосабливаться и снова есть. Его жизнь, наконец, то снова стала стабильной после 5 лет напряженных усилий. В этом году на каникулах в Тет он решил навестить своего друга и посмотреть, как поживает пожилой золотистый ретривер-владелец застигнут врасплох поведением собаки. Когда золотистый пес заметил человека, он не залаял, как обычно, а вместо этого медленно приблизился к нему. Пес, похоже, понял, что старый хозяин вырастил его, так как он обхватил ноги руками и начал безостановочно радоваться и плакать. Реакция золотого пса тронула всех в комнате, но парень хранил молчание из-за сожаления. Он чувствовал себя плохо, потому что раньше пренебрегал собакой и бросил ее. Владелец каждой собаки – это всегда вся ее вселенная. Независимо от того, насколько сильно собака меняется с новым владельцем и насколько лучше становится ее жизнь, независимо от того, как долго они находятся в разлуке, собака всегда будет помнить хозяев, которые раньше дарили ей столько привязанности. В результате дважды подумайте, прежде чем отдавать свою собаку или продавать ее кому-то другому, потому что у них будет разбито сердце, и они будут ужасно скучать по вам.